Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попала болгарочка Makita 95, наверное 55, которая походу подгорела. Во избежание травматизма и задымления помещения, пожалуй, включать ее я не буду. Сразу приступим к разборке. Первым делом лезем к щеткам. Снимаем пружинку. Ну и, естественно, достаем саму щеточку. Щетки в адекватном состоянии. Теперь открутим корпус редуктора от корпуса электрики. Открутили и разъединяем. Теперь давайте доставать ротор из корпуса электрики. Ой, какая красотища. А здесь-то какая красота. Просто офигеть. Супер. Давайте взглянем на ротор еще раз, поближе и повнимательнее. Посмотрели? Замечательно. Теперь давайте устроим небольшой опросик. Пишем в комментариях, на ваш взгляд, жив этот ротор или нет, и желательно обосновать. А я пока что подожду. Ну, я надеюсь, что все уже написали, поэтому правильный ответ в студию. Ротор жив. А весь этот черный нагар образовался в результате сгорания статора. Поэтому сначала проверяем деталь, а потом меняем. Проверить ротор можно с помощью вот такой вот катушки, либо с помощью тестера. В интернете полно видосов по этой тематике, да и у меня где-то были, поэтому повторяться я не буду. Ну а под замену в этой болгарке у нас, естественно, статор и два подшипника на роторе. Я еще хотел поменять щетки, два подшипника в редукторе и смазку, но человек сказал этого не делать. Ну а так как желание клиента закон, делаем то, что он сказал. Приступаем к дальнейшей разборке. Берем наш ротор и откручиваем гайку, которая держит ведущую шестерню. Снимаем шестеренку и резинку, ну и, естественно, меняем эти подшипнички. В этом нам помогут, как всегда, деревянные колотушки. Ну и, конечно же, съемник. Снизу у коллектора установил 607 CHL. Сверху у крыльчатки 629 NSK. Короче говоря, те же подшипники, которые устанавливает завод-производитель. Сейчас поставим шестереночку, закрутим гайку и отложим наш ротор в сторону. Гаечку зажимаем без фанатизма. Voilà. Отложили в сторону и будем менять статор. Для того, чтобы достать статор из корпуса, нам необходимо достать диффузор. Откручиваем. После этого необходимо отключить статор от щеткодержателей. Раз и два. Ну и, естественно, от кнопки включения. Опять же раз. Опять же два. Теперь аккуратненько выпрямим провода, для того, чтобы при внимании статора они ни за что не цеплялись. И будем доставать статор. Делаем это, как всегда, с помощью суперинструмента. Аккуратненькими ударами лупим вот так по корпусу, и статор сам вылазит. Выняли статор и можем полюбоваться им в полной мере. Смотрите, провода подслаивались. Обрывы везде. Ой, красота. Весь лак прям вот шелушится и разваливается. Как я от этого руки отмою, я не знаю. Ну да ладно. Так, подбираем новый статор. Ну или почти новый. У меня есть бэушный в хорошем состоянии. Так, трупика выкидываем. А новый будем устанавливать. Но перед этим обязательно чистим шахты, в которых стоят щетки. Да и в целом инструмент продуть не помешает. Берем наш статор. Выпрямляем провода. И только после этого начинаем вставлять все это дело в корпус. Предварительно обязательно хорошенько прицельтесь, чтобы провода смотрели именно в те отверстия, в которые должны попасть. Вот так. Вот он, один провод у меня вылез отсюда и 3 отсюда, как и надо. Теперь можно его продавить вручную.
насколько это получится. А если не получается, он вошел и так, то можно взять опять же деревянную колотушку и аккуратненько вот так постучать, он опять же сам опустится. По мере того, как статор будет заходить, обязательно поправляйте проводки, чтобы их не пережало этим же статором. Так, давайте подключать статор к кнопке и к щеткодержателю. Подключили провода и заводим их так, чтобы они нигде ничему не мешали. Вот примерно так. Давайте ставить диффузор. Вот наш статорок успешно и установлен. Теперь берем наш ротор с помененными подшипничками, ставим на нижний резиночку, так как она с кромочкой, капелюшечку лубрикантика на резиночку, дабы ничего не стало наперекос. И можно приступать к установке. Вот так вот. Остановили и проверяем, как крутится. Должно крутиться хорошо. Сразу поставим щеточки в заблаговременно почищенные шахты. И накинем на щеточки пружинки. Вот и остается нам всего лишь поставить редуктор, ну и естественно прикрутить. И сделать то же самое с задней крышкой корпуса электрики. Ну вот мы наше чудо техники дособирали, поэтому давайте проверять. Почти как новое. Ну, не считая того, что надо редуктор обслужить. Кстати говоря, часто, очень часто приносят такой инструмент, в котором что-то там потемнело. Но это далеко не признак того, что это что-то сгорело. Вот бывает, допустим, немножко потемнеет обмотка, да, все, человек думает, что она сгорела. Нет, иногда внешний слой лака темнеет, а сама изоляция остается нормальной. То есть все равно надо проверять, всегда. Очень часто бывает, что человек, опять же, приносит статор, да, и говорит, вот у меня статор сгорел, но при этом не проверяет ротор. Говорит, дай мне статор. Ну, его предупреждаешь, говоришь, что статор сгорел, может и ротор сгореть. То есть проверьте. А да что, давай статор, я пошел устанавливать. И на следующий день приходит, и оказывается, что у него и ротор сдох. Ну, это я к чему? Веду я к тому, что всегда проверяйте все детали перед тем, как что-либо ремонтировать или покупать. Ну, а я надеюсь, что ваш инструмент вообще не ломается. Поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео. Ну и хватит.